Здравствуй, мой дорогой друг, рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы с тобой что правильно, что мы, собственно, и собирались делать в прошлой серии. Летим к точке эвакуации, летим-пердим, так сказать, к точке эвакуации. Что у нас с тобой здесь? Мы хотели скрафтить кислородную станцию. Помню все. Все помню. Транспорт, декор. Кстати, слушай, у нас тут есть какие-то штуки. Вопрос, конечно, в том, как все это строить. Вот эти вот блоки, вот это вот все, воздушный шлюз, блядь. Это, как? Я хочу уже это строить. Ладно, кислородная свеча, утолщенная изолента, алюминий. Берем с тобой алюминий. Берем с тобой где-то здесь толщенную изоленту. Свечка у нас есть. Надо бы попить себе сделать. Надо бы сделать попить и отправляться в далекие дали. Так, станции. Кислородную станцию мы создаем. Хуяк. Так. Нельзя взять контейнер с предметами, а я и не хотел. Я хотел взять лед. А у нас лед кончился. Пиздец, кончился лед. Вот, как бы дожились нахуй. Дожились, блядь, кончился лед. Не, бывает, в принципе-то, чё бубнить-то, бывает. Так, бутылку воды мы выпили. В принципе, я думаю, что мы с тобой... вот еще есть чуть-чуть, но оно нам вроде как не надо. Вроде как все у нас с тобой хорошо. Все, мы с тобой просто берем, просто выдвигаемся, просто вон туда. Летим от кислородной станции к кислородной станции. Сейчас мы долетаем до той станции. Все хорошо, мы там чуть-чуть дышим. Потом от нее мы летим к той станции. Хотя, может, и нет. Подожди, нет, мы туда можем сразу просто так долететь, в принципе, да? Нахера нам это делать? Полетели сразу просто так. Наверное, даже вот по такой траектории. Опасность обледенения. Да вообще насрать. Вообще насрать, вообще плевать, какая разница. Так, давай возьмем лом. Мы не знаем, что нас ждет на точке эвакуации. Но что-то мне подсказывает, что ни хера не спасение. Смотри, потому что нам как минимум, да, нужно спасти дед, потому что, нам же не просто так показывали ее сообщение. Это во-первых. Во-вторых, нужно, наверное, же как-то начать строить себе космическую вот эту базу нашу. Давай, грейся. Я здесь, я внутри тебя. Все. Вот. Космическую базу надо начать с тобой строить нам здесь. А это значит, что на точке спасения нас ждет одно лишь разочарование. Спойлер. Просто если есть возможность крафта, то вот так вот. Будет очень забавно, если все вот это вот сейчас, чем мы занимаемся, мы туда прилетаем, там вон те гроботы, которые нам говорят каждый раз, не мочь умирать, ты вот сейчас здесь живой. Так вот, собственно. И там, да. И после этого пролог заканчивается, нам говорят, добро пожаловать во взрослую жизнь, теперь ты можешь Теперь ты можешь заниматься всякими разными непотребствами. Мы вот это вот ставим сюда. Все, чуть-чуть додышим. Все, полетели. Просто берем, просто летим. Просто пытаемся видеть впереди прекрасные вещи. Я бы на самом деле сейчас бы вот по такой траектории отсюда вылетел. Наличие такого объема хладогеля является странностью. Подобный состав устарел более 10 лет назад и не производится ни на одной планете. Ага, прекрасно, блядь. Я бы, собственно, все равно вылетел, да, из этой зоны обледенения, этого хладогеля. И потом бы, да, и полетел бы немножечко по дуге. Просто меня бесит вот эта вот залупа у меня на экране, если быть честным. Впереди обнаружена часть капитанского мостика, откуда должны руководить эвакуацией, но в данном районе не замечено никакого движения или сигналов. Вероятно, все погибли. Великолепно. Это вот там, да? Это вот эта часть капитанского мостика, на которой должны все это руководить, производить. Что можно сказать? Пиздец.
Хотя, слушай, ну, наверное, мы бы долетели до капитанского мостика, не обледенев себе лицо. Но это не точно, а проверять я это не хочу, конечно же. Ты хочешь? Я не хочу. Я бы, кстати, наверное, если мы сейчас туда будем подлетать, и там снова будет зона обледенения, вот рядом с капитанским мостиком, то я вдохну свечу, и мы с тобой поставим нашу станцию кислородную где-то, где нету этой поганой зоны обледенения. Хотя, может быть, она и генерирует некое количество тепла. Было бы неплохо, на самом деле. Давай, я видеть рядом твоя капитанский мостик. Это прекрасно. Связь мостик нет, все гибнуть. Для доступа к мостик необходимо кода админ. Да ёб твою мать! Звучит крайне убедительно. В базе данных информация о капитанском мостике засекречена, в связи с чем рекомендуется проигнорировать этот ценный совет и действовать по обстоятельствам. А что за ценный совет? Я не успел же прочесть. Блять, ну, ладно, короче, сейчас мы с тобой в космосе. Поэтому сейчас, блядь, не время читать советы чьи-либо в принципе. Так, вот это синие корабли спасательные. На них эти... Что это там, блядь, такое? Ну, какой гигантский кусок круглой обшивки. Это, наверное, реакторный, да, модуль. Кстати, мы с тобой долетели. Поздравляю, мы с тобой долетели до точки эвакуации. Это уже неплохо. Осторожно, радиация. Да насрать вообще, подожди, брат. Нам хватает этого радиационной защиты, чтобы, я надеюсь, что хватает, чтобы не скопытнуться от радиации. Слушай, где она тут сидит? Что так хорошо? Капитанский мостик сильно пострадал, но основные системы функционируют в штатном режиме. Так, прекрасно, капитанский мостик. Ой-ой-ой. Ну, я, конечно, зря там поставил станцию. Хотя, с другой стороны, и не зря. Так, что тут есть? Давай начнем для начала с того, что тут есть. Есть дрель. Чинить. Блок питания. Нужен лом. Ща, блядь, починим. Чиним. Блядь, чинись. Починилось. У нас пошло электричество, я правильно понимаю? Куда-то. Или это не все починилось? Блок питания 100%. Дверь заблокирована. Если удастся проникнуть внутрь, есть шанс отправить сигнал бедствия на ближайшую планету или хотя бы пнуть труп капитана, который все это спустил. Так, блядь. Ключ. Нужен ключ. Ладно, вводим пароль. Админ 123. Прекрасно. Взять ключ. Сука, зачем ключ заперт в отдельную эту штуку, мне вообще непонятно. Вставляем ключ. И что это? С возвращением на борт, капитан. Загрузка системы. Система активирована. Двигатель запуск через 3, 2, 1. А видишь, не зря ставил капитанскую. Блять. Похоже, это будет долгий день. Подбирая для вас методы наиболее безболезненного суицида, было замечено незначительное понижение радиационного фона. Удивительно, но ваша попытка доломать лайнер может привести к положительным результатам. Я мог бы выяснить природу данного феномена, но для этого необходимо раскрыть некоторую конфиденциальную информацию компании Brexit, что противоречит протоколу безопасности, и ни один скафандр с искусственным интеллектом вам ее не выдаст. С другой стороны, данная информация нам крайне необходима. Глупых скафандров с мертвыми носителями вокруг полно, и никто даже не узнает, если вы прибегнете к старому доброму методу пыток, например, дрелью. Я, блядь, обожаю эту игру теперь. Сука. Так, подожди, кого мы будем пытать дрелью? Давайте начнем с этого. Глупых скафандров полно. Может, нужно находить трупы и пытать скафандры на трупах? Нет. Я просто что-то не понял. Так, давай, смотри, мы можем тут дышать. Это странно, но насрать вообще, это прекрасно. Я счастлив. Мы с тобой, во-первых, прочтем сообщение. Добыть информацию дрелью. У кого? Не ясно. У глупых скафандров, наверное, да?
Так, глупых скафандров с мертвыми носителями вокруг полно. Будем у глупых скафандров все это узнавать. Что там? Там кнопка надпись «Убить всех пассажиров», ты ее нажать. Только не пугаться, она никого не убить. Это просто направить неправильная локализация игры. И ждать помощи, надеяться на твоя. Прекрасно. Неправильная локализация игры, но мы-то знаем, что она от российских разработчиков. Кнопки-то и нету что-то, блядь, по-моему. Кстати, нигде я не вижу. Ну что ж, Жора и Гена, видимо, должны быть, да, как бы должны быть нашими одними из первых, по крайней мере, подопытных в пытках дрелью. Будем практиковаться. Хотя, может, мы тут кого найдем. Смотри, тут эти спасательных кораблей до хера. Выглядит, по крайней мере, многообещающе. Но тут даже трупов нету. Вот, кстати, вопрос, кого пытать лучше? Сверлить себя. Я не хочу, блядь, сверлить себя. Нет, нет, я все скажу, я признаюсь. Не надо. Что это было? Я предлагал пытать другие скафандры. Это же логично. Да я вообще говорить больше не буду. Ладно, долой старые обиды. Вы же не думаете, что программа может бояться пыток? Я тоже так не думаю. И еще я не намекаю, что вам необходимо найти инженерный челнок. Ладно, все. А я-то думал, нужно пытать чужие скафандры. Пояснения, которые вы не можете получить из-за отсутствия диалогов в игре. Да. Их не будет. Блять, ну и ладно. Ну и пошел ты нахер. Я больше ничего не скажу, я не могу нарушить протокол безопасности. Хватит, серьезно. Ты уверен? Не могу ничего сказать. А теперь? Так нельзя. Вы совсем дебильны. Бля. Очнулись? Я был вынужден ударить востоком. Вы же чуть не повредили скафандр. Я прошу вас больше не играть дрелью. Не, ну, сука. Не, ну кнопка так. Кнопка просилась. Ну ты видел. Не, ну ты видел. Она прям говорила. С другой стороны, когда я избивал себя железным членом, она говорила тоже продолжай бить. Даже после получения достижения. Было грустно, кстати, когда я умер, но поучительно. Нет, нихуя не поучительно на самом деле. Так, инженерный челнок. Вот мы к нему подлетаем. Слушай, нам же... Чтобы узнать, как вы добились снижения радиации, необходимо вычислить координаты попадания капитанского мостика в лайнер. Именно с этим нам смогут помочь гробы агентства Бресидж. Но нам по-прежнему требуется инженерный челнок, а лучше сам инженер. Ну, у меня есть подозрение, что сам... Инженерный челнок. Не понимаю, как вы так быстро все находите. Неужели из-за моих подсказок? Нет. Добывать место крушения сборщика требуется дрель. А ну-ка. Электроника. Нихуя. Ну это же зачем-то нужно. Вот мы это зачем-то и соберем. Инженерный челнок. Ой, это что? Это еще один челнок? Ой, краса. Ля. Бля, у нас, конечно, все там осталось, все наши ресурсы. И, наверное, периодически, может быть, придется туда возвращаться. Хочу верить. Активное заселение бескрайних просторов космоса. Пока так и не доказало наличие иных форм жизни. Но этот плакат все равно вдохновляет. Ладно. О, есть водичка. Ну, давай ее сразу и попьем. Другого объяснения таким повреждениям скафандра я не нахожу. Нам нужен более целый экземпляр или другие куски этого. Рекомендую обследовать местность. Кажется, это инженер. Да. Так, более... Блять. Так, ну, в любом случае, Ой, ёб твою мать. Настольный календарь. Май, среда. Ля какой. А можно тыкать? Ля какая удобная штука, наверное. А может и нет. Не самый удобный календарь, хотя, возможно, поставить свои собственные изображения радует. Вот, это прекрасно, да. Это великолепно, я бы сказал. Крот. Игрушка из коллекции Хмурлы. В мультсериале Крот был одним из позитивных персонажей и часто шутил. Особенно, когда кто-нибудь закапывал кого-нибудь. Вернее, ну что ж, ну бывает. Что бы мне-то? Большая кислородная свеча, блять. А у меня вообще для всего этого места есть? Кстати, большая кислородная... Сколько, блять? А у меня столько нету. В смысле, типа...
Ой, бля, 2 контейнера. Как бы они прекрасны, спору нет, но у меня столько нету, мне столько нахуй не сдалось. Все, вот и порешали. Вот мы с тобой решили. Кстати, у нас 2 дрели. 2 дрели это хорошо. Так, ну давай пожрем. Короче, типа, чё уж тут, чё бубнить-то? Давай пожрем и, может быть, выпьем еще одну бутылочку. Не, еще одну не будем пока выпивать. Давай вот скушаем. Нормально. Блин, кайф. Вот что я хотел. Штурвал сканировать. Кстати, штурвал, сканер. Штурвал. Часть схемы штурвал, 1 из 4. Кау, блядь. Кау. Не понял. Как бы с одной стороны вроде понял, а вроде и нет. Ля, ну ткань есть. Слушай, блин. Я бы, если честно, наверное бы добывать. Нужен щуп. Смола, блядь. Новая схема топлива. Вообще прекрасно. Так вот, я бы, наверное, перенес. Все, это похоже на мину. Ох уж этот дух исследования. Титановый шар. Ебать, новые ресурсы. Лом. Да, надо однозначно все оттуда. Стой, сука. Стой, падла. Оттуда все, с нашего первого корабля компенсатор. Перетаскивать на этот корабль. Тут как бы радиации поменьше, живется тут получше. Правильно ведь, правильно. Так, стартовый набор у нас тут есть в полном, так сказать, в полной комплектации. Это, блядь, прекрасно. Так, оп, батарейка. Да, нужно... Так, ищем инженера. Ебать, ай-ляй. Ай, каща, брат, просто... Вах, как красиво, брат. Ой-ли. Так, что ты у нас? Осмотреть. Это часть хозяина челнока. Или хозяев, трудно сказать, принадлежат ли останки одному человеку. В любом случае, это не подходит. Нам нужно кое-что пониже пояса, если вы понимаете, о чем я. Надеюсь, не то, о чем я подумал. Очень сильно надеюсь. Блин, слушай, я вот думаю, вот они, конечно, инженеры. И... Мне просто интересно, будет ли в этой игре NPC, просто если будет, то, наверное, как бы он нам что-то и скрафтит. А если нет, то, по всей видимости, мы будем с тобой обгладывать трупы. Мародерством заниматься. Ну, а кто нас за это осудит в такие-то, блядь, времена? Ведь правильно, никто не осудит. Я тебе по факту говорю. По факту, Вася, ты просто не понимаешь, видимо, еще. Нас тут с тобой как бы не пойман, не вор, а ловить-то, собственно, блядь, некому. Просто вот и все. Щуп кончился. Это плохо. Кстати, что нужно, чтобы скрафтить новый щуп? Новый щуп, если, допустим, я захочу... всего лишь металл. Просто металл, тогда похуй. Не, подожди, это был лом, кажется. Или там тоже. Щуп. Вот щуп. Очищенный металл, батарейка, проволока, алюминий. Вот. Тут все нихуя не так просто. А весь алюминий у нас там, на том корабле, да? А весь алюминий у нас на том корабле. Ну, давай полетим вот сюда, вот в верхнюю часть. Прочитать журнал, что цианид улучшать кровообращение и общее здоровье. Твоя есть при себе цианид? Принять обязательно. Ля, ты, сука какая-то. Она мне не нравится. Кстати, по-моему, судя по вот... Малый кислородный запасник. Можно составить схему настоящего миниатюрного кислородного баллона, который запрещено устанавливать на любые негосударственные скафандры, включая похоронный скафандр от компании Престиж. Подробный план жилого отсека. Внутренний мир инженера. Какие именно органы здесь? Не, ну. Но до крушения он точно плотно пообедал. Почему нет? Ты хочешь меня осудить за это? Ты не можешь меня осудить за это. Нужен сканер, блядь, сканируй. Малый жилой отсек. Новая схема.
Так вот, собственно, напоминает мне, блядь, гработов. Они же, ну, они примерно так же говорят. По-моему, это они. По-моему, это они пытаются меня обмануть, пытаются. Но я не поведусь, я ж чё им. Хотя, по всей видимости, повелся, судя по тому, что они мне пиздят сейчас клешнями по лицу и говорят, ты говорить правда. Потому что, как бы, если бы я не повелся, то, как бы, и не заставлять меня говорить правда, а не меня. Верно ведь? Верно. Дрель. Электроника. Добывать. Я не знаю, зачем нам это нужно, но, видимо, зачем-то нужно. И мы это соберем. Тут, блин, так дохерища просто ресурсов в округе этого корабля. И это, блядь, меня так радует. Но мне все еще хочется перенести все оттуда. С другой стороны, а вдруг нам придется возвращаться? Я предлагаю оставить там стратегический запас еды, типа, там, допустим, еды, воды, кислородных свеч. Да, а все остальное бы я бы спиздил сюда, на самом деле. Ну, просто у меня сейчас все точки интереса здесь. Как бы, и я думаю, что в будущем они и тоже будут здесь. Небольшой неодимый магнит. Слушай, что у нас тут нового появилось с тобой? Композитные ресурсы. Компенсатор. Электрокомпенсатор, собственно. Если быть точнее. Устройство для эффективного распределения, что там, электроэнергии, использующее любой крупной сложной космической техники. Без этой небольшой коробочки космические корабли горели бы в 3 раза чаще и в 2 раза ярче. Окей. Модули. Малый жилой модуль. Строительный набор. А вот хер его знает, как крафтится этот строительный набор. Ведь правильно? Правильно. Никто, блядь, не знает. И это очень грустно. Декор, ну и все. Но мы с тобой нашли магнит, кстати. Магнит — это, очевидно, часть этого. Это просто, ну, как бы, очевиднейшее, что это часть этого самого нашего, да. Давай в первый слот ее положим, куда-нибудь поставим, наверное. Не, ну а чё, блядь, чтоб красиво было. К хозяину. А почему она не хочет ставиться? Ставься. Ну, нормально. Все, пускай лежит. А чё? Я уверен, ему явно не хватает своего внутреннего мира. И здесь, в одиночестве, на этой, собственно, на этом корабле, после бритья бензопилой. Что там, блядь? Подожди. Мы там что-то не отсканировали с тобой. А, мы залетели вот в эту залупу, но не подлетели вот к этой. И, возможно, это вот та самая вещь, тот самый чудо-баллон кислородный, о котором он нам что-то говорил. Ну, я, по крайней мере, я надеюсь. Кстати, я могу пытать другие скафандры все же? Могу захватить, да? А пытать не могу. Блять, ну так неинтересно. Что это такое и как это сканировать? Кислородный баллон. Бля, неужели я смогу скрафтить что-то нормальное? Сейчас хуяк и 200. Неожиданно. Магнит. Магнитная отмычка нужна, чтобы вскрывать гробы, кстати, да? Ты же помнишь об этом? Я вот помню. Можно воду добыть, да? Не похоже, блять. А ну, эти баллоны выглядят однозначно, как те, из которых мы добывали воду. Лом. Так, эту точку интереса мы посмотрели. И я предлагаю... Ну, в принципе, окей. Свечи есть, полетели сюда. Типа, на свечах, если что, выживем. Ага, прекрасно. Прекрасно. А это что у нас такое? Странное место, но может быть что-то полезное. Посмотреть. Рука инженера. Фортепиано. Сканировать. Ты чё, сука, намекаешь, что мои руки кривые, да? Пидорас. Я все про тебя знаю. Изучить. Яйца Ньютона. Ну, давай заберем. Справедливо. Изучить. Схема ремонтного инструмента. Ох ты ж. Ох ты ж, да.
Но я надеюсь, что он нам как-то поможет. Так, ладно. Все остальное мы пока тут оставим. С тобой вылетим, возьмем вот эту дрянь и полетим вот сюда. Осторожно, ёб твою мать. Я уже думал, все, смерть. Их даже такие астероиды не раздавили. Ух ты, ну зато как бы... Я не был уверен, что у инженера вообще сохранились ноги, но нам повезло. К сожалению, в связи с протоколом безопасности я не могу сообщить вам, что особые магниты, встроенные в его инженерные ботинки, могут быть использованы для незаконного вскрытия задней панели гробов агентства Бресидж. А вот и да. Вероятно, вам все же необходимо некоторое объяснение. Я не имею права сообщать вам, что гробы агентства Бресидж обмениваются информацией друг с другом о пролетающих мимо препятствиях во избежание столкновений в космосе, но изъятие этой информации помогло бы определить траекторию движения капитанского мостика, что в свою очередь позволит определить координаты его столкновения с лайнером. А вот это уже интересно. Получается, что теперь нам детка что-то сказала, но мы ее не будем слушать. Это, сука, явно один из тех гробов, роботов, гроботов, будем называть их так. Вот. Это все Кстати, баул, подожди, баул. А я могу баул поставить и его, собственно, могу его поворачивать даже. Могу его А ну-ка, установить. Блин, я ничего не могу в него класть, да? Это обычная походная сумка. Ну, как бы хрен с ней, пусть лежит. С другой стороны, нет, давай пусть лежит. Возможно, мы с тобой потом сможем, ну, как бы украшать этим дерьмом свое чудо-убежище. По всей видимости, спасательной операции не планируется, а красивые штуки в жилище понадобятся. Да, правильно. Смотри, мы с тобой можем сделать теперь нашу кибератмычку. Снаряжение. Во-первых, кислородный баллон, компенсатор, утолщенная изолента и 2 пластика. Это звучит прекрасно. Это мы с тобой сделаем. Магнитная отмычка, 2 алюминия, батарейка, магнит, утолщенная изолента. Слушай, ну нам однозначно нужно лететь, получается, на базу ту. Либо что? Кстати, новая задача у нас какая? Скажи-ка мне, вскрыть парочку гробов. 200. Ты чё, рофлишь, блядь? Я уверен, это шутка, но типа, это же пиздец. Так, берем лом. Против лома нет приема, да, кроме другого лома. Давай мы с тобой тут немножко пролетимся, посмотрим алюминий. Может, он тут есть. Это лед? Лед же? Лед. Все, я убедился, я спокоен. Вот это похоже на алюминий. О, залежь алюминия. Залежь алюминия, это хорошо, мы его с тобой берем и добываем. 4. По-моему, кстати, 4. Даже 5. Нихуя. Богатая залежь алюминия. Его, по-моему, нам с тобой и надо будет для того, чтобы создать нам сейчас отмычку и вскрывать, собственно, гробы. Зачем вскрывать гробы и что в них ценного, хуй его знает. Просто полетели, мы это посмотрим. Почему бы и нет, почему бы и да. Собственно, а ну открывайся. А ну давай. Так, магнитная отмычка. Что нам нужно для нее, помимо алюминия? Кстати, тут компенсатор. Как у нас крафтится, блядь, компенсатор? Очищенный металл, щелочь, титан. Для того, чтобы добывать щелочь, нам нужен щуп, потому что всю щелочь до этого мы, собственно, истратили с тобой. Ну, как бы и хер бы... Жаль, нельзя вот типа вот так вот просто нажать, чтобы там все в очереди прокрафтилось. Было бы красиво, конечно. Снаряжение, инструменты. Алюминия 2, батарейка, магнит, изолента. Вопрос. У нас есть батарейка. Прекрасно. Утолщенная изолента, да. Магнит тоже, да. Все, крафтим. Получается, создаем. Создаем магнитную отмычку. Великолепно. Ее мы ставим в слот секатора. И также мы пьем с тобой воду.
Технология вскрытия задней панели гробов агентства Брексит является коммерческой тайной, в связи с чем я не могу посоветовать вам включить магнит, приложить его в районе замка и нажать на спусковой крючок для смещения запорного механизма. Вам придется догадаться до этого самому. Окей. Я вот думаю, типа, а реально ли мой персонаж настолько, блядь, тупой, что ему нужно вот это вот все объяснять? Хотя, ну, наверное, это что-то какая-то сложная технология. Блин, я бы хотел вон там метку поставить. Слушай, а вот тут вот метки можно ставить. Я могу как-то сам ставить метки? Видимо, хуй там плавал. Потому что я бы с удовольствием поставил метку на капитанском мостике, чтобы помнить о том, что там можно дышать, блядь. Это как бы было бы очень приятно, кстати говоря. Но, с другой стороны, у нас тут недалеко есть кислородная станция, поэтому, в принципе-то насрать, конечно. Но хотелось бы. Блин, такое гигантское пустое помещение, так грустно. Ты живая, не подумай, что я хочу, чтобы было не так. Мне просто страшно за твоя жизнь. И, ну, учитывая то, что я ей не отвечаю, я бы на ее месте уже давным-давно подумал, что я мертвая, а не живая. Поэтому, как бы, блядь. Да, но... А сука, та еще. Летим, получается, в сторону куда? В сторону дома нашего изначального. Почему, ты меня спрашиваешь? Потому что там много гробов было по пути. И мы, собственно, ими и будем вот это вот все делать. Вскроем все гробы сейчас по пути домой. И будет хорошо. И я не помню, вон там в зоне обледенения, есть ли у нас что-то такое. Ну, типа, были ли гробы. Но туда я просто не хочу лететь, потому что не хочу. Просто, блядь, не хочу. Вот и все. Вот хоть убей, не хочу. Мне не нравится вот это место, потому что, блядь, наебали вот эта залупа налипает. Нужно постоянно думать о том, где бы подышать. Так, ну что, в любом случае, ближайшая станция до заправки кислородом у нас там, поэтому летим-то мы изначально туда. Я не хочу вот через 100 очков пролетать. Я облетел максимально, чтобы как можно дольше не быть в зоне обледенения. Кстати, вон там вот что-то есть. Видишь? Видишь, вон там что-то есть. Надо будет туда как бы сгонять нам с тобой. Так, но для начала. По-моему, кстати, там помимо трупов были еще и гробы. Вот в зоне, да. Вот этого вот крупного разлития хладагента. Но это не точно, блядь. Совсем не точно. Просто, типа, было бы круто, если можно было бы как-то отмечать все вокруг. Полетели. Ой, ёб твою мать. Давай быстрее, 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 быстрее. 80 метров. Ну, там-то мы сейчас на ощупь долетим. Я просто реально переживаю за что? За то, что... А вдруг, ну, как бы, угроза обледенения... Это не только красивый узор на скафандре. Кислород не вечен. А я знаю. А я вот тут, думаешь, что, зря тут дышалку себе поставил? Нихуя не зря, не надо мне тут вот это вот разводить. Все, полетели. Внимание, да, угроза обледенения. Высматриваем гробы. Вон я вижу первый. Уже вижу первый. Уже вижу первый. 2 вскрыть. Это успех. Осталось совсем немного. Блять, чё, реально? Подожди, а что мне это дало, блять? Вот я его вскрыл, нахуй. А толку-то? А толку? Нахуя я его вскрывал? Мне за это что-то дали? По-моему, нет. Блять, А? Зачем я это сделал? Зачем я это сделал только что? Кто-нибудь понял? Я не понял. Мне что-то дали? Мне вроде как нихуя не дали. Ой, еще один гроб, кстати. Давайте еще чуть-чуть, пока вы не догадались об искусственном затягивании игрового процесса. Ах ты пидорас.
Не, ну это-то мы догадались. Вопрос в том, что почему, в смысле, типа, это просто collectibles, да? Если да, то это пиздец как грустно. И я хочу, чтобы мне что-то давали за это, как минимум. Ресурсы какие-нибудь я бы не отказался получать. Было бы прекрасно. Ты так не считаешь? Я так считаю. Кстати, вот эту станцию мы сейчас можем, в принципе, еще и заправить. А я не помню, были ли гробы у нас там, около краски. Но, что я думаю? Я думаю, что мы сейчас с тобой тут подышим. Просто подышим, да? Ляпота. Так, и глянем тут гробы. Я думаю, что там, наверное, где-то на 5-м он мне скажет: ладно, идем дальше по списку, что у нас тут. Либо детка нам что-то скажет. У нас появится еще один, типа таргет. Ты помнишь, где еще были гробы? Если помнишь, скажи мне, напиши мне, потому что я не помню. Потому что я не думал запоминать, где они, пока не это. И единственное, что я знаю точно, что мне нужно спастись, а еще и в идеале как бы деда своего забрать. Зачем я вскрываю гробы? В них ничего нету. Хотя, может быть, в них что-то и есть, в некоторых, да? Может быть, они не все бесполезны. Давай долетим до сюда, там осмотримся. А после этого, я думаю, что полетим мы к, в сторону нашего, да, как бы челнока изначального, да? Челнок. Давай просто назвать это челнок, а то будет инженерный челнок. То будет инж-челнок. А? Понял? Понял. Да. И там уже будем разбираться с тем, что нас ждет впереди. Так, мы сейчас дышим. Кстати, там нам нужно будет по пути хапануть где-то этого самого льда. Хапануть по пути нужно будет льда. Спросишь меня, зачем? Я тебе скажу, зачем. Затем, что тут нихуя вроде нету. Ну, типа, я не вижу гроба, либо что-то на него похожего. Вот там, может быть, что-то и есть, но туда я не хочу спускаться. Так сказать, ты можешь меня осудить за то, что я не хочу туда спускаться, но мне насрать, потому что я просто не хочу туда спускаться. Я помню, что, где-то в количестве штук 3, как минимум, они были около нашего старта. У нас, в принципе, есть 2 свечи, 1 свеча есть. В принципе, есть 1 свеча, просто полетели прямо. Чем мы вот это вот херней занимаемся, да? Хотя, может, и не хватит нам. Не, смотри, мы долетаем вот до этой станции с половиной где-то кислорода, у нас 60 где-то остается. Поэтому в теории мы можем долететь и до той. Если не долетим, то как бы свеча нам поможет. Все просто. Я тут подумать, перечитать сообщение. Ты же не думаешь, что я хотеть тебе плохо. Конечно, не думать. Я думаю, что ты с камерой ебучей девкой притворяешься. Я вот когда играл в детстве в MMORPG вот эти, знаете, был момент, когда все играли в MMORPG, когда, не знаю, был их такой бум прям вот, и причем их было бесплатных много, и так как в Warcraft с его подпиской звучали очень, блядь, страшно, все играли вот в это говно. Собственно, по большей части, не знаю. Многие из них, конечно, были и хорошими. Я даже скажу, что вызывали много приятных эмоций. Ты не думал, что это донатная дрочильня, которую тебя заставляют играть, чтобы ты приносил много денег компании. Типа, ты совсем о другом в тот момент думал. Тебе все нравилось. И там, в один момент я промышлял тем, что притворялся бабой, чтобы мне давали всякие штуки. Потому что женщиной в России жить проще. Матриархат. Чтобы кто ни заявлял, у нас в стране матриархат, и это так. Вот. И, собственно, мы дышим,
Ля, а видишь, а не зря. Вот сейчас бы потеряли чуть здоровья. А так просто взял да подышал. Так вот. Очень хорошо мне тогда жилось. Вот мне кажется, что оно, то, что со мной общается, то, что со мной общается через мой занимается примерно тем же самым. Ебучий скамер малолетний какой-то сидит там на том конце. И да, и отдыхает. Мы с тобой сейчас выходим и вспоминаем, где были гробы. Вспоминаем. По-моему, как минимум один был где-то вот тут. Где-то около вот этого вот. Нет, вот там вот, по-моему, был гроб. Я вроде бы точно помню. Но это не точно. Я вижу его. Я вижу гроб. Меня это радует. Меня это радует. Ну, просто, типа, да, тут как бы есть моменты в этой игре чудесные. Вам везение, вам понадобится всего 3 попытки. Вы точно играете в лицензионную версию игры без читов. Да, лицензионная. Рощик индустрии. Поздравляем. Если вы... Сука. Хотя нет, 3 секунд достаточно. Судя по всему, капитанский мостик повредил резервуар с майонезом на левом борту лайнера. Майонез затянуло в гравитационное поле ядра, что повысило его массу и снизило активность. Бомбардировка ядра другим подобным мусором может поспособствовать еще большему снижению его активности, вероятно. Осталось найти что-то схожее с майонезом по свойствам и не убить себя подобными экспериментами. Похоже, лайнер постепенно разваливается, нам нужно поторопиться. В связи с этим я немного откалибрую датчики радиации. Вы сможете подлететь гораздо ближе к лайнеру, и мы будем считать, что вы совсем не облучаетесь. Угу. Что ты наделать? Зачем ты взорвать капитанский мостик в ядро? Ты должна была нажать кнопку «Убить всех людей», я могла погибать. Ну или хотя бы могла отправить мостик. Ваша собеседница уже упоминала об этом челноке с выжившими. Было бы неплохо его найти до того, как вы действительно всех уничтожите. 2000, 3000. Интересных мест, которые удалось обнаружить через систему оповещения гробов. Так вот, что могу тебе сказать, друг мой? Много интересных. Я думаю, что надо туда переезжать, нахуй. Если вы захотите вскрыть больше гробов, есть вероятность, что я смогу обнаружить новые потенциально полезные обломки, пока моя антивандальная программа будет пугать вас уголовной ответственностью. Ну то есть это все-таки надо. Вскрывать гробы. Ладно, мы будем с собой носить эту отмычку. Пусть она у нас будет, да? А почему бы, собственно, и нет? Пытками нарушил не только протокол защиты данных Bressage, но и совершенно случайно вскрыл блок данных, для доступа к которому у меня было недостаточно прав. Из полученной информации могу сделать вывод, что гробы агентства не только передают информацию о препятствиях, но и обмениваются странными зашифрованными пакетами данных. К сожалению, даже по дрелью моей мощности не хватит для дешифровки. Тут необходимы военные разработки. Ладно. Предположим, что ты мне не врешь, проклятая железяка. Так вот, друг мой, мы с тобой сегодня нашли много всего интересного. Но на этом, на сейчас, на сегодня я предлагаю тебе закончить пока что. Вот, ты пока что можешь спуститься в комментарии, там написать, что думаешь, что знаешь. Также можешь, Также можешь поставить лайк, подписаться на канал, динкнуть колокольчик, перейти по ссылкам в описании. С тобой был Гример. Увидимся в следующих сериях.